Здравствуйте, мои дорогие подписчики, гости канала. С вами Женя, вы на канале Счастье в нас самих. И, как всегда, вы знаете, что на моем канале есть все для того, чтобы помочь вам улучшить жизнь. Я подхожу к Таро, к предсказаниям, как к советам. Ну и, конечно же, как всегда говорю, помните, Таро дает совет, но следовать совету или нет, это ваш выбор, первое. Ну и, соответственно, какие мысли думать, это тоже ваш выбор. Да, это работа над собой, и я знаю, что многие из вас не верят. Да, конечно, если вы в это не верите, оно вам и не поможет. Но тогда получается, что жизнь с вами случается. И, соответственно, когда происходит особенно то, что вам не нравится, вы всегда говорите: «Я так и знала» или «Я так и знал». Конечно же, вы так и знали, потому что вы направляли туда свою энергию. А если вы берете под контроль свои мысли и куда вы направляете свою энергию, соответственно, вы можете контролировать со временем. Это берет время и то, что с вами происходит. Ну что, сегодня срочно вам из будущего хотят рассказать Таро мечтателей. Хорошая колода, я ее приобрела довольно недавно. Кстати, простите, я ее не приобрела, мне моя дочь ее подарила. Люблю на ней предсказывать, очень мягкая. Давайте мы сосредоточимся, как всегда, на себе любимых, сделаем себе комплимент, похвалим себя и обязательно улыбнемся. Знаете, когда делаешь себе комплимент и хвалишь себя, всегда улыбаешься. Поэтому я именно и хочу, чтобы вы как можно чаще делали себе комплименты и улыбались. Кстати, никогда себя не ругайте, ни за что. Всегда находите причину, по которой вы сделали то или иное, подумали то или иное. Всегда есть причины. И именно найдя причину, можно излечить все. Ну что же хотят сказать вам Таро мечтателей из будущего? Давайте посмотрим, что же. Первое, что вам хотят сказать Таро мечтателей из будущего, что не обращайте внимания сегодня на те ситуации, которые вызваны опытом прошлого. Это не какие-то очень важные ситуации, потому что это паж. По пажу это ситуации, можно даже сказать, каждодневные и рутинные. Но так как вы все-таки держите свое внимание не здесь и сейчас, у вас очень часто происходит одно и то же. Вам кажется, что вроде бы вы заказывали что-то другое, а в результате все равно все возвращается на круги своя. И продолжаться это будет до тех пор, пока вы все-таки не поймете и не решите, что прошлое имеет одно только место. В прошлом. Особенно то прошлое, которое вам не нравится. И, соответственно, сказав себе, что я не прошлое, я живу здесь и сейчас, и каждый день – это новый день, и каждый день я могу прийти к чему-то новому и лучшему. И, соответственно, изменить то, что происходит сегодня, и то, что будет происходить завтра. Вот это первый совет Таро мечтателя вам из будущего. Давайте посмотрим. Следующее, что вам скажут
Вы в будущем можете быть уверенным в себе человеком. В будущем вы можете уверенно действовать и достигать. Сегодня в вашем окружении даже есть женщина, которая в этом может вам помочь, которой, может быть, стоило бы прислушаться. Эта женщина старше 45, темный цвет глаз, темный цвет волос, женщина открытая, женщина рисковатая. Может быть, поэтому вы и не прислушиваетесь на сегодняшний день к ней, потому что она вам говорит правду в глаза. Нелегко слышать правду о себе, о ситуациях, о действиях, когда вам ее говорят в глаза, да еще и рисковато. Но она хочет только улучшения для вас. Поэтому, может быть, иногда стоит проанализировать, что она вам говорит, и принять, может быть, что-то к сведению. Потому что из того, что я вижу, то, что эта женщина пытается вам сказать, вы слушаете, но вы не слышите. И вот это самое основное, когда человек вроде бы слушает, но не слышит. Если человек не слышит, значит, до него не доходит то, что ему говорят. А вот именно из совета Таро мечтателей получается, что было бы здорово ее услышать. Подумайте, кто и что, и, конечно, выбор действительно ваш. Что еще хотят сказать Таро мечтателей? Если вы не перестанете бороться с ветряными мельницами, с ситуациями, с людьми, то в будущем эта борьба продолжится. Но бороться с людьми, бороться с ситуациями и, как я говорю, с ветряными мельницами никогда не приносит тех результатов, которые вы бы хотели. Оно, наоборот, приносит еще больше борьбы. И, соответственно, карта говорит о том, что прекратите бороться сегодня. Еще эта карта говорит о том, что вы очень часто находите виноватых. Находите, на кого обидеться, находите, на кого разозлиться, находите, на кого скинуть ответственность за то, что происходит, за то, что произошло. Вы забываете законы действительно Вселенной, что все, что происходит с вами сегодня, это то, что вы притянули вчера. И если сегодня вы боретесь за существование, боретесь за улучшение, боретесь, вы заключаете это в круг и будете продолжать бороться. Поэтому подумайте, иногда лучше, да в основном лучше прекратить борьбу, поменять свое отношение к ситуации и к людям, и тогда и ситуация, и люди поменяют отношение к вам, и меньше прошлых неудач будут вас преследовать. Давайте я посмотрю еще, что же вам из будущего. Знаете, все-таки при вашем содействии и при том, потому что все идет последовательно в раскладе, вы действительно можете улучшить свою жизнь, вняв советом этой женщины и, может быть, вняв тому, что вам пытаются сказать Таро мечтателей. Ведь и новости, и действия, и события, которые пытаются войти в вашу жизнь и которые могут действительно изменить вашу жизнь, приостанавливаете только вы своей борьбой. Уберите борьбу, и жизнь наладится.
Эта карта говорит, что есть возможность улучшить. Да, не быстро. Да, может быть, при помощи каких-то перемен, но возможность есть. Все зависит от вас. И давайте мы выложим финальную итоговую карту. Что же вам хотят сказать Таро мечтатели? Ну и Таро мечтатели говорит, будьте более конструктивны и менее эмоциональны. Для того, чтобы строить действительно настоящие планы, для того, чтобы достигать действительно того, что вы хотите в своей жизни, нужно вкладывать эмоции только в результат. А вот в сценарий и планирование нужно вкладывать анализ. Нужно более конструктивно и аналитично подходить к своим планам, и тогда вы сможете достичь всего, чего вы хотите. Ну и, конечно, я все равно в конце расклада вернусь к тому, что оставьте прошлое. В прошлом не боритесь, а принимайте людей такими, как они есть. Это самое первое. Ну а ситуации меняйте только своим отношением к этим ситуациям. Знаете, как говорят, если я не могу поменять ситуацию, я меняю отношение к ней, и ситуация сама собой меняется. Помните об этом.